Такая сумасшедшая инвестиция просто обречена на провал. Риски и бессонные ночи. Потеряли больше 200 тысяч долларов только на этом. Ложь и безнадега. Вас просто Друзья, всем привет! На связи Иван Калугин, Артур Раненков. Это проект Believe Development Villas. И сегодня вас ждет интересная тема. Во что точно не нужно инвестировать на Бали? Вам постоянно рассказывают про невероятную доходность на Бали, но абсолютно не все бизнесы здесь доходные. И мы хотим сегодня рассказать вам о том, что точно не нужно рассматривать для себя. Перед этим обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Мы все читаем, если вы пишете, а значит стоит написать комментарий. Ну а мы начинаем. первый бизнес, который сейчас наиболее популярен среди русско- или украиноговорящего населения здесь, на острове, это инвестиции в аренду байков. То есть, как этот бизнес из себя выглядит? Вы покупаете байки в складчину с кем-то или сами, большое количество байков, и начинаете их сдавать. И вот здесь начинает крутиться счетчик прибыли, который неминуемо генерится для вас. Но какие возникают в связи с этим сложности? Этот бизнес был очень актуален в 2022 году, когда на остров приехало огромное количество людей, и инфраструктурно остров не был к этому готов. Те люди, кто успел тогда от этого пожрать плоды, те смогли получить действительно хорошую выручку. А тот, кто пытается запрыгнуть в последний вагон, к сожалению, обречен на провал и бессонные ночи. Помимо этого, мы рассмотрим этот бизнес в двух ипостасях. Вам предлагают купить байк и начинать его сдавать. Посмотрите первое, за сколько в модели тех людей, которые вам предлагают инвестировать в этот бизнес, они предусматривают сдачу этого байка. Зачастую бывает два вида байков. Это PCX и NMAX. Эти два байка наиболее востребованы в принципе среди туристов, но и наиболее популярны среди всех прокатных которых. Их больше всего в рынке и, соответственно, разброс цен достаточно серьезный. Из тех предложений, что я видел в рынке, когда люди предлагают инвестировать, они предусматривают сдачу за 3 миллиона рупий. Иван, вот за сколько можно снять новый PCX вот этого года, 23-го, у нормальных прокатных контор местных, индонезийских? 1 600 000, 1 800 000, в зависимости от качества и комплектации байка, вот там с АБСом, со всеми делами, полный фарш новый, там, я арендую 1 800 000, я плачу в месяц. И вот вам первый факт о том, что вам, когда обещают, что вы будете сдавать его за 3, это очень супер сложный рынок, в котором можно сдавать, потому что предложений на рынке очень много. И если даже вы проедетесь по главным улицам Бали, вы увидите огромное количество байков, которые просто стоят. Ну, опустим в финансовую модель инвестиции и рассмотрим другие риски, с которыми вы сталкиваетесь. Это амортизация, так как любой человек, который сюда приезжает, вы в первую очередь будете нацелены на туристов. Процентов 70 туристов не имеют водительских прав. И, соответственно, в целом поведение людей, когда они пользуются чем-то чужим, отличается от того, как ты пользуешься своим. Из-за этого возникает избыточная амортизация. И, соответственно, эти байки изнашиваются, убиваются. Потом их можно найти в канавах. Из-за того, что кто-то не умел ездить и просто въезжает в канаву полностью полную воды. И потом этот байк промывается и предоставляется опять вам. Вы, как инвестор, который купил его за свои деньги, будете вынуждены постоянно платить за его содержание. Помимо этого, существуют и риски, что турист, который покатается на вашем байке, благополучно, не дай бог, что-то с ним произойдет, он его разобьет, на следующий день сядет в самолет и улетит. А вы будете искать свой байк непонятно где и непонятно как. Риски у этого бизнеса, нужно понимать, сильно высоки. Также после 2022 года большинство компаний, которые специализировались на этом, решили расширить свой автопарк, или мотопарк правильно назвать, и закупили новые мотоциклы. Плюс местные жители тоже начали покупать. И сейчас, если вы зайдете на местные аналоги Авито, барахолок, вы увидите огромное количество предложений продать байки. Некоторые люди продают десятками байки, да, то есть такие ходовые модели, как NMAX, PCX, вот эти модели продаются прям десятками. И это связано с тем, что многие полезли в этот бизнес на кредитном плече, в том числе индонезийцы. Многие из них не понимают, как правильно работать с банковскими продуктами, набрались кредиты, и после того, как они не смогли обеспечить полную загрузку этих байков, нечем платить, надо продавать, и пытаются сейчас вернуть свои деньги.
Стоит также отметить, что в 2022 году на байках действительно была проблема, что вы не могли прийти к дилеру и купить их. Был дефицит, потому что все и покупали. То есть в декабре я покупал несколько байков для себя, для своей компании. И я столкнулся с тем, что 3-6 месяцев надо ждать. Сегодня же вы, придя в любой дилерский центр, вы забираете байк прямо сегодня. Это еще раз показывает то, что инвестиция в этот бизнес, уже время для нее прошло. Поэтому, если вы готовы к рискам амортизации, потери своего имущества, если вы готовы получать не ту доходность, о которой вам говорят в 3 миллиона в месяц одного байка, и если вы готовы мириться с постоянными вопросами от людей и не спать ночами, тогда вам этот бизнес. Если же нет, несколько раз подумайте и пересмотрите это видео. Переходим к следующему виду инвестирования, которое активно зазывают разные ребята, особенно те, которые прилетели и как-то хотят на вас нажиться. Тут недавно всплывали различные истории, связанные с популярным кафе Home Cafe, где там один ресторатор набрал кучу разных денег у разных ребят под предлогом открытия каких-то заведений и исчез, перестал выполнять обязательства и так далее. И это здесь сплошь и рядом. Важно понимать, что в кафе и рестораны на Бали это очень актуальный бизнес в целом. Здесь, но высокая конкуренция, безумно высокая конкуренция. Если вы там были в прошлом году, в позапрошлом году на Бали и прилетите сейчас, вы поймете, что рынок настолько уже насыщен, что каждый день открывается новое заведение. Конкурировать в данном рынке очень сложно. И чтобы действительно ваш продукт был конкурентоспособным, вы должны ему посвящать 101% своего времени. Невозможно инвестировать в кафе или ресторан в пассивном варианте, что вы просто дали денег, а какой-то человек там занимается им развитием. Почти гарантированно вы будете стоять в нуле и минус будете фиксировать как отрицательный рост. Вот, поэтому здесь, к сожалению, эта модель не работает таким образом. Потеряли 200 тысяч долларов ребята, которых мы знаем, на инвестировании вот в ресторан, при том, что у них в России достаточно неплохой успешный бизнес в направлении общепита, они этим занимаются, горят желанием и даже проводят все свое время в этом заведении, у них не получается сделать какой-то конкурентоспособный продукт по разным причинам. С чем это может быть связано? Да, факторов на самом деле целая масса. Во-первых, на одной и той же улице один за одним идут заведения. Как нагнать людей? Большой вопрос. Просто крутить рекламу здесь недостаточно. Необходимо очень мощно заниматься инфлюенс-маркетингом, постоянно растить свою медийку. Да, если вы человек, у которого большая аудитория уже сформирована, вокруг вас там миллионы людей, которых вы можете вовлечь на Бали в свое заведение, тогда еще есть вероятность того, что у вас может что-то получиться без вашего личного участия. Но если вы не такой человек, у вас просто есть деньги, и вы хотите их инвестировать эффективно, с хорошей возвратностью, то кафе и ресторан это точно не для вас. Вы можете пообщаться с любым человеком, который занимается общепитом, и вам скажет, что, ребята, это бизнес конкретно определенно узконаправленного сегмента людей, которые этому посвящают всю свою жизнь на full тайме. И даже у таких людей бывает, что не получается и теряются там сотни тысяч долларов за год, и просвета не видно, да, и люди продолжают вкидывать в надежде, что это что-то принесет им. Один из немаловажных факторов, что вот почему у этих ребят не получается, несмотря на то, что они общепитом занимаются, что рядом, буквально через там 50 метров, через 30 метров от них находятся заведения, которые работают уже годами, и у них там на Google Maps или на TripAdvisor находится там по 5000 оценок. И тут открывается новое заведение, у которого 1,5 оценки, ну ладно, 10 оценок от своих друзей, товарищей пособирали. Ну, естественно, турист, который прилетает на неделю сюда отдохнуть, он, во-первых, хочет посетить как можно большее количество прикольных заведений, красивых, классных. И на что он обращает внимание? На оценки в первую очередь, на живость этих оценок, на фотографии и прочее остальное. Плюс турист не будет ходить в одно и то же заведение постоянно, да, у вас вероятность получения трафика однократная, да, и экспатов, которые ходят в одни и те же заведения, на самом деле там доля процента от общего количества посетителей различных заведений. Это очень высокорискованный бизнес с очень тяжелым входом и с длинной возвратностью. И рассматривать это для себя как инструмент инвестирования, то есть у вас там есть 200, 300, 400 тысяч долларов, и вы хотите открыть ресторан, но никогда этим не занимались,
точно для себя отметайте, какой бы человек к вам ни пришел, что бы он вам ни рассказывал, если вы не уверены в этом человеке и у него нет классного бэкграунда, точно стоп. Следующая популярная трендовая тема, которую пушат все риэлторы и агенты, которые здесь есть, это инвестиции в проектную землю. Что такое проектная земля? Есть объекты инфраструктуры, которые планируются или строятся уже на острове Бали. Большинство вот этих проектных инвестиций подразумевается, что есть некий слух о том, что, например, на Бали будет построен новый аэропорт. И нужно купить землю до того, как это станет известно. И тогда вы, покупая такую землю и получая подтверждение того, что это строительство началось, зарабатываете, перепродав эту землю. Особенность недвижимости на Бали и государственных планов, что государство развивает инфраструктуру в менее развитых районах. То есть ликвидность в этих районах, она отсутствует, пока нет той инфраструктуры, о которой идет речь как раз таки в проектном финансировании. Помимо этого, инвестируя в такие моменты, если завтра планы государства меняются, это было вот конкретно с аэропортом, который планирует построить на севере острова, рядом с Сингараджей. Сначала все сказали, что там будет аэропорт, начали какой-то даже проект готовить. Люди побежали, скупили там землю. Земля выросла на 300% за один год. В некоторых случаях даже до 800% рост составлял. И далее, когда президент посмотрел на это и сказал, что расширяйте этот аэропорт, все, люди просто заморозили свои деньги в неликвидной недвижимости. И теперь им остается следующее. Пытаться продать эту кому-то идею, кто еще об этом не в курсе. Да. Возможно, этот проект когда-то и будет разморожен, построен, потому что текущий аэропорт не справляется. Это лишь как пример. Сейчас популярна другая тема. Это Paramount Park. Парк развлечений самый большой в Юго-Восточной Азии, который будет построен на острове Бали. Множество здесь инвестиционных агентств, застройщиков или просто людей, которые хотят где-то возле этого повертеться, начинают придумывать инфоповоды. Вложи и получи 10-кратный рост своей инвестиции. Ты покупаешь землю у этих людей, которые уже заложили свой 10-кратный рост, вы даете им вот этот 10-кратный рост поиметь, и дальше вы ждете, что построится Paramount Park, что сюда поедут миллиарды туристов, которые всю вашу землю просто скупят. К сожалению, этого может не произойти. Вы должны понимать, что та зона, где это развивается, там еще ничего не построено. Огромное количество свободных земель. А самое главное, что там большинство земель это зеленая зона, которая, возможно, даже не будет переведена под подобающий для коммерческих целей желтую или розовую землю. Возвращаясь к тому же Paramount, там уже предусмотрен свой большой отельный комплекс, как по примеру Диснейленда или Universal Studios. То есть большинство тех людей, кто туда придет, сможет закрыть свою потребность и остановиться в отеле на территории парка развлечений. Я как тот человек, который посетил 5 парков развлечений, и практически все по миру я объездил, я понимаю, что большинство людей, особенно семьями, эти парки в принципе для семей предусмотрены, они предпочитают останавливаться возле самого парка, потому что в обед ты можешь выйти и отдохнуть. А если же вы покупаете там 10, 15, 20 минутной доступности до парка, скорее всего, вы не сможете снять те сливки, которые вам обещают. Помимо этого, есть и другие проекты. Это развитие инфраструктуры в Сануре, это строительство госпиталя, большого торгового центра. Ну, там очень много чего вам пообещают. Это развитие порта круизного, это развитие по строительству трассы Формула-1. Все эти объекты, возможно, в скором времени действительно на Бали появятся. Некоторые уже функционируют. Но вырастет ли та земля, о которой вам говорят, это большой вопрос. Переходя дальше, то, во что нельзя инвестировать, хочется сказать про нашу любимую тему, которую всей душой мы с Артуром безумно любим. И каждому, кто к нам обращается, крайне не рекомендуем покупать апартаменты, либо какие-то жилые комплексы с массовой застройкой. Ответ, почему этого не стоит делать, очень просто. Во-первых, вам нужно посмотреть видео про апартаменты, чтобы понять, что такое апартаменты и почему это лютейший неликвид, в который точно не надо вкладывать свои деньги. Про массовые застройки. Есть тут некоторые проекты, где там 600 объектов в одном месте собираются, 200, или там какие-то таунхаус-комплексы и прочее, прочее, прочее. Вот все эти массовые застройки, когда у вас на одной точке в карте, то есть есть у вас там Google карта, либо Airbnb карта, Booking карта, когда человек заходит снимать что-то, он открывает и видит просто сотни объявлений в максимально сжатом месте. Это полноценный кровавый океан, в котором вам
возвратность будет получать крайне сложно. И, к сожалению, большинство таких застройщиков или людей, которые вам пытаются вот это вот жуткий шлак продать, они используют такие манипулятивные какие-то техники, рассказывая вам о прекрасном будущем и о том, как мы покоряем планету, космос и все остальное, и при этом вы еще там x50-60 зарабатываете, рассказывают сказки невероятного масштаба. В итоге вы остаетесь с полнейшим ощущением, что вас просто настигла ложь и безнадега, когда вы остаетесь наедине с тем, что вы купили, и, к сожалению, вам здесь разведут просто руками и скажут, на цифрах-то все в порядке, так оно все красиво выглядит. На самом деле, такие люди уже начали появляться, мы уже собираем таких людей в единый какой-то пул, тех, кто попался на эти удочки, чтобы потом снять для вас полноразмерное видео, что есть такое массовая застройка и апартаменты на Бали. Это мрак. Пятый вид. Это очень такая раздуваемая история, прям как на угольки дуют. Это редевелопмент на Бали. Что это из себя представляет? Вы берете старую, обрюзглую виллу, придаете ей марафета, подкрашиваете, наводите порядок, добавляете декорчика и зарабатываете миллионы процентов. Ну или миллионы рупий. Тут как повезет. Скорее миллионы рупий вы зарабатываете. Как это выглядит? Вы даете людям деньги, чтобы они сняли вам, нашли виллу на 3-5 лет. В среднем цикл предлагают именно такой. Вы снимаете виллу на долгий срок, на 3-5 лет. За счет этого, по их версии, вы получаете какой-то дисконт в стоимости. Дальше, так как эта вилла уже устарела, ее нужно реновацировать. Вы добавляете еще 1050, 70, 100 тысяч долларов, чтобы сделать ремонт. И тогда, когда она уже в полном марафете, вы выставляете ее на посуточную сдачу и собираете все сливки с рынка. Почему вам это продают и рекламируют? Потому что, первое, те люди, которые это предлагают, они сначала зарабатывают агентскую комиссию на том, что они подбирают вам виллу в несколько раз ее завышая стоимость, ну или несколько раз, ну, по крайней мере, закладывая 15% к стоимости где-то комиссии, помогая вам найти такой объект, который подойдет для редевелопмента. Далее они говорят, ну надо же сделать ремонт, и мы понимаем, как его делать, потому что мы сдаем, там, мы все понимаем и так далее. Нужно еще денег. 50-70 тысяч долларов это немного. Вы давайте нам, мы вам сделаем ремонт. Но тот, кто не был на Бали или никто не соображает в стройке, он не понимает, что сделать в принципе ремонт на Бали и там ремонтно-отделочные работы, это недорого. Потому что большинство здесь людей, кто их делает, они делают это за 3 гроша. Ну, потому что в основном все используют труд местных. Я еще ни на одной стройке не видел европейца, который делает декоративную плитку, запилы под 45 градусов и прочее. Помимо этого, они платят им из этих 70 тысяч 15 долларов от силы, а все остальное кладут себе в карман. Вот это действительно инвестиция, а не та инвестиция, которую вам обещают. Давайте на конкретных цифрах разберем. Если вам нашли виллу, например, за 30 тысяч долларов, возьмем прям базовые параметры, на 3 года, и вас попросили добавить еще 70, то есть ваш удельный вес инвестиции составляет 100 тысяч долларов. 3 года это ориентировочно около 1000 дней, чуть больше. То есть один день этой виллы вам стоит 100 долларов с учетом реновации. Если он стоит 100 долларов, соответственно, чтобы вам заработать, вам надо сдавать ее дороже. Дороже это, соответственно, где-то около 150-160 долларов. В этом же уже формате предлагаются новые современные виллы с функциональными планировками, потому что какой бы вы редевелопмент ни делали, мастер бедрум вы вряд ли сможете добавить, если вилла была построена по старому формату, да, где есть своя большая спальня, гардеробная зона и ванная комната из этой зоны. Помимо этого, кухни-гостиные будут не такие современные и так далее. Поэтому вы попадаете в конкуренцию к современным виллам, предлагая по своей сути рума или местное жилье. В выигрыше в этой схеме остается только тот, кто привлек вас в эту инвестицию, потому что он свои деньги забирает на берегу. А вы же свои деньги в течение 3 лет только будете получать. Если получите, то хорошо. Если нет, то увы. Есть и другой способ инвестирования, он называется субаренда. Когда вы покупаете виллу, берете ее в аренду на 1, 2, 3, 4, 5 лет, сколько угодно, и дальше вам говорят, мы переходим на посуточную сдачу. На посуточной сдаче можно заработать больше.
Но эти люди упускают факт того, что на посуточной сдаче сильно большие расходы. И помимо этого, если неправильно оформлен договор аренды, когда вы арендуете объект на долгий срок, то у вас виллу могут просто забрать досрочно, без выплаты каких-то компенсаций. Потому что понятие субаренды, если вы хотите делать субаренду, должно быть строго прописано в договоре. Все это должно проходить через налоговые прозрачные процедуры. Ведь если ваша вилла не предназначена для получения коммерческих доходов, если у нее нет соответствующих лицензий, туристических, пандофисата, нет налогового номера и прочих разных мелких деталей, о которых вам не говорят, к вам придут завтра и скажут, вашу виллу мы арестовываем. Соответственно, собственник с вами же в следующий день разрывает договор, и вы остаетесь и без виллы, и без своего источника дохода. В этом пункте итого мы рассмотрели два вида рисков, которые вы можете понести от инвестиций в редевелопмент и в субаренду. Надеюсь, здесь было достаточно понятно разъяснено, в чем заключается риск. Итак, друзья, вот мы разобрали 5 самых неликвидных способов попыток заработать на инвестициях на Бали. Мы вам крайне рекомендуем посмотреть другие наши видео, которые у нас есть на канале. Спасибо вам большое, что вы посмотрели это видео. Надеемся, что вы поставили лайк и напишите свой какой-нибудь комментарий с вопросами. Может быть, вы не согласны, или вы тот самый человек, который вот эту вот мутатень предлагает. Тоже пишите, посмотрим, что вы нам расскажете. Ну а мы с вами будем прощаться. На связи был Иван Калугин, Артур Анненков. Это проект Балив Development Villas. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.